Книга 12. Тао. Путь вознесения. Ложное вознесение ложных богов. Есть два типа вознесения, которые исторически происходили на Земле в рамках человеческой грезы, а также грезы дельфинов и китов. Первая форма вознесения ведет к развитию четырехмерной биологии и реальному вознесению в следующее измерение. Вторая ведет к повышению темпов роста постоянно увеличивающегося нефизического поля, которое раздувает души, действующие вне возносящейся формы. Земля предпочла дать название второй форме вознесения, как ложное вознесение. Ложные боги не владели знаниями о вознесении. Наблюдавшие за 7 оставшимися человеческими племенами, ложные красные боги находились под впечатлением от знания великих мастеров. У них появилась зависть к душам, одушевлявшим великих мастеров, к большому наглядному уровню их информированности и понимания. Исходя из зависти, был проделан удачный маневр с помощью будущей человеческой грезы, которая привлекла Банану к Земле. Нарастающая вероятность такого будущего вызывала фрагментацию, четвертование полей великих мастеров вместе с информацией, устремившейся к будущему набору еще не представленных на Земле людей. Многое происходило лишь потому, что великие мастера не могли понять, куда в действительности уходит их энергия, информация, и соответственно предпринять попытку остановить происходящее и отразить разрушение или сокращение своих полей. Большинство из них умерли в двухнедельный период. Оставшиеся мастера прожили после этого не более 8 месяцев. Разрушение полей великих мастеров было организовано через бессознательное дельфинов и китов. В ту пору ложные красные боги конфисковали информацию, как у великих мастеров, так и их душ, разрушая последние на фрагменты до тех пор, пока души не утратили память о том, кто они, или почему пришли на Землю. При этом, сириусианские власти обманули ожидания великих мастеров, перестав наблюдать или вмешиваться в происходившее на Земле. Кроме того, люди существовали в совершенно обособленной от Земли грезе, поэтому земные советы управления не знали о нарушении и были не в состоянии принять меры. В конечном счете, красные ложные боги добрались до заветной информации, которая никогда не доставалась им эволюционными путями. Когда после смерти великих мастеров красные ложные боги получили их информацию, они обрели сведения о вознесении. Они также переплелись своими полями с энергетическими решетками уничтоженных душ великих мастеров, точно так же как и людей. Вот как впервые души смешивались с человеческой энергетической решеткой и ДНК. В свою очередь, человеческая форма также оказалась смешанной с энергетической решеткой и ДНК, которые принадлежали душам. Информация вознесения была распределена среди красных ложных богов неравномерно. Некоторые получили доступ к информации, охватывающей биологические изменения, став при этом богами, которые со временем вознесли свои племена красных людей в 4-е измерение. В число таких богов вошли Будда, Леди Будда, Гуаньинь и тот. Есть записи реального четырехмерного вознесения, происходившего под руководством этих богов в разные периоды, среди обеих человеческих групп, как на поверхности Земли, так и во внутренней Земле. Одно из последних вознесений на поверхности Земли, которые происходили под руководством Тота, включали в себя народы аназацев на юго-западе США, вместе с народами майя и инков в Мексике, 2008 человеческих лет назад. Ложный бог Будда вел последнее известное человеческое вознесение на Востоке, которое также известно под именем Гаутама Будда Шакьямуни. Вознесение Будды было неполным. Будда жил какое-то время на поверхности Земли, собирая вокруг себя последователей и пытаясь обучить народные массы другому способу бытия. Фактическое вознесение Будды происходило во внутренней Земле,
в Шамбале, и в сравнении с предшествующими вознесениями являлось самым неполным, после которого осталась вся его спина. Шрамовая ткань от этого вознесения может быть зарегистрирована в потомках Будды. Многие возносящиеся посвященные, кто имеет прямую родословную к Будде, в настоящее время исправляют в текущей жизни то, что в его вознесении шло не так. Существует также запись о происходивших вознесениях на Гавайях под руководством Гуаньинь. Остальные ложные боги – Солярис, Сананда, Шива и Рама не обладали всей информацией о биологическом вознесении. Главным образом, это произошло из-за способа распределения информации великих мастеров, после того, как их уничтожили. Без информации о биологическом вознесении упомянутые боги объединяли человеческие группы в формы ложного вознесения. Ложное вознесение заставляет гуру возноситься за счет приверженцев и учеников. Однако, в действительности вознесение гуру не происходит, он только воспламеняется, ибо никакой четырехмерной формы в ходе восхождения не создается. В ложном вознесении, тело света выстраивалось в большое всевозрастающее формирование, которое объединялось со многими чужими телами света от многих людей, часто в смешанных и перекрученных потоках энергии, меняющихся стереотипов священной геометрии. Однако, в связи с тем, что вибрацию своей биологии не повышала ни одна из форм окружавших людей, во время запуска вознесения гуру, его или ее тело воспламенялось, а сплошное объединенное из кусочков тело света разрушалось, отделившись от учеников, которые затем заболевали и умирали. Земля произвела оценку вознесения Рамы, или по-другому известного под именем Рамза. Восхождение Рамы было ложным. Данный человек использовался душой, известной как Рама, чтобы соединяться с многими последователями в гигантский поток энергии до тех пор, пока тело Рамзы не воспламенилось и не сгорело. При сгорании, душа Рамы набухла и расширилась, овладев более мощной энергией, чем прежде. Большинство из тех последователей, кто использовался, и несознательно предоставил Раме возможность вознестись, умерли вскоре после его возгорания, от внезапно навалившегося тяжелого недуга. Раздувание себя для получения большего господства в войне с другими красными и белыми ложными богами становилось целью, для достижения которой Сананда, Рама и Шива использовали вознесение. Самое ранее известное ложное восхождение подобного характера осуществилось примерно через 2000 лет после смерти великих мастеров, 46 тысяч лет назад. Каждый из трех богов, Сананда, Шива и Рама, в целях возноситься способом, который позволял бы им раздувать себя во все большее и возрастающее господство, начали создавать различные группы последователей. Для этого на Земле и на планах сновидений повсеместно выстраивались храмы в честь ложных богов, которые использовались для сбора жизненной энергии последователей, в основном также за счет ложных вознесений. Каждое ложное вознесение накачивало мысли форму сгорания, ибо формы не возносились, а сгорали, превращаясь всего лишь в груду пепла. Кроме того, человеческие предки, относящиеся к таким вознесениям, уходили в пустоту небытия. Мыслеформа сгорания заякорила в человеческой грезе мыслеформу атомного деления, расщепления. В конечном счете, именно мыслеформы расщепления лежит в основе причины ядерного уничтожения. Чем больше со временем происходило ложных вознесений, тем в большей степени Уайну зрело намерение применить ядерное оружие. Такой мыслеформы нельзя создать разрушение в нефизическом плане, так, чтобы, в конце концов, оно не стало физическим по характеру. Такова природа физического созидающего закона, что бы ни происходило в нефизических планах. В конечном счете, это повторится на физическом плане.
Чем больше людей сгорало изнутри в результате ложного вознесения, тем больше возрастала вероятность крупномасштабного внешнего сгорания, связанного с ядерным уничтожением. К тому времени, когда Мердок взорвал свои бомбы, на Земле уже произошло более 18 тысяч ложных вознесений в ходе соперничества трех вышеупомянутых ложных красных богов. Эти души наследуют основную исходную причину ядерного опустошения Земли. Белые ложные боги также вознамерились начать собственные ложные вознесения. Благодаря удачному маневру против Синанды, белые ложные боги получили всю информацию о ложном вознесении, которая использовалась Синандой для собственного расширения. Белые ложные боги предпочли направить группы людей в пирамиды Древнего Египта и попытаться вознестись, основываясь на записях, полученных от Синанды. Люди с большими головами, кто хранил в себе наследие оригинальных родословных великих мастеров, были вдохновлены воздвигать храмы Вознесения на физическом плане вблизи пирамид. Многие из таких людей были фараонами Древнего Египта того времени, то есть Древнего Египта, существовавшего до эпохи Атлантиды. Подобно красным ложным вознесениям, энергетические поля людей в ходе ложных вознесений ложных белых богов объединялись, при отсутствии вознесения физической формы. В общей сложности, за 2000-летний период в пирамидах воспламенилось 160 фараонов. Вслед за ложным вознесением каждого фараона, их ученики и сторонники внезапно обнаруживали у себя тяжкое заболевание и массово умирали. Поскольку возгорания становились все более и более неполными, после которых оставались лежать отдельные части тела, головы, ноги и руки, доминирующая духовная элита, в конечном счете, поставила вознесение вне закона. Сгорания раздували белых богов к более значительному доминированию над красными богами в то историческое время. Однако, мыслеформа сгорания еще раз привела человека к тому, чтобы выразить себя в применении ядерного оружия, что в конечном счете вылилось в ядерную войну, принесшую опустошение всей человеческой цивилизации на поверхности Земли. После данного периода в человеческих реалиях у представителей наследственности великих мастеров произошла полная утрата оставшейся генетической структуры, ближайшей к большой мозговой полости, мозгу, и мозговому стволу. Можно сказать, что представители такой наследственности были дезориентированы ложными богами в использовании информации, которую несли в себе в целях ложного вознесения. Именно в ложных вознесениях белые боги получали доступ к генетической информации большеголовых фараонов и изымали ее себе. В последовавших за последним ложным вознесением, в 6 поколениях вся память ДНК, которая требовалась для построения такого уровня сознания в человеческой форме, исчезла из всех человеческих генетических архивов. Из исследования Великим Центральным Солнцем всех человеческих вознесений на Земле, вознесение постепенно возымело крайнюю степень искажения. Вознесение в Великом Центральном Солнце связано с возрастанием вибрации формы до тех пор, пока форма и душа не станут удерживать одинаковую вибрацию, а затем они сливаются, или воссоединяются в качестве единого сознания. Данный процесс требует участия всех областей формы, чтобы каждый орган, ткань, клетка содействовали этой цели. Форма выстраивается душой по интегрированному узору эфирной энергетической решетки, которая соткана по специфической генетической светокопии. Эфирная энергетическая решетка несет в себе положительные и отрицательно укладывающиеся линии энергетического потока. Положительно уложенные линии проводят энергию, которая поддерживает жизнь формы. Отрицательно уложенные линии держат пространство между вырезанным каналом, по которому может течь энергия, создают удерживающие стенки для направленного течения энергии. Положительный и отрицательный поток работают совместно, поддерживая жизнь формы. В ходе вознесения как положительный, так и отрицательные потоки энергии повышают свои вибрации в равных пропорциях,
пока форма и душа не сольются в качестве единого сознания. Человеческое вознесение испытало раскол на две сакральных геометрических модели. Одна из них известна как Меркаба, или шестиконечная звезда Давида. Другая известна как цветок жизни, который представляет собой ряд нитей фигуры, объединенных и вплетенных в рисунок подобно цветку. Данные модели настолько различны, что не могут работать совместно в целях вознесения. По существу, межпространство должно быть внутренней областью узора цветка жизни, так как это полностью соответствовало бы рисунку положительно и отрицательно уложенных линий. Подобно золоту и серебру, внутреннее и внешнее были бы зеркальным отражением друг друга в потоке энергии, создающем непрерывный и смежный рисунок, который почти идеально подогнан. Вместо этого, в межпространстве была задействована другая модель движения энергии, из совершенно непохожей геометрии, которая известна как Меркаба, что раскалывает свет и тьму, тем самым приводя к крайней полярности. Меркаба ведет к невознесению, или сгоранию формы, ибо положительная и отрицательная энергия не работают в сотрудничестве друг с другом, чтобы в унисон продвигаться к вознесению. Как и почему две различных сигнатуры энергии пришли к сочетанию? Здесь мы вновь понимаем, что имело место переплетение различных созидающих законов и светокопий от разных великих центральных солнц. Меркаба — это искаженная геометрия другого великого центрального солнца, в котором как положительный, так и отрицательный поток энергии удерживается 18-конечной звездой. В данной системе как положительный, так и отрицательный поток энергии имитируют друг друга, позволяя золоту и серебру работать сообща ради общей цели вознесения, где золото движется внутри звезды или в отрицательно уложенных линиях, а серебро вовне или в положительно уложенных линиях. Когда определенные гуманоиды, которые происходили из альтернативного великого центрального солнца, мигрировали и переместились в зону влияния, связанную с Землей, они доставили с собой свою геометрию, а далее попытались сохранить ее посредством вознесения в межпространстве. Эта геометрия уже несла в себе искажения или понизилась в размерах и измерениях, становясь всего лишь шестиконечным тетраэдром, а не 18-конечной звездой, некогда существовавшей полноценной светокопией из их великого центрального Солнца. Геометрия вашего творения является вращательной или круговой, кольцеобразной. Круговая и остроконечная не сочетаются, и результатом их смешения будет жизнь, идущая к угасанию, а не вознесению. Каждое падение сознания в человеческой форме было результатом проживания в двух различных священных геометриях, которые никогда не предназначались к совместному использованию в целях вознесения. Схожим образом, модель цветка жизни с 8-круговой фигурой — это большое искажение оригинальной геометрии вашего великого центрального Солнца. Оригинальная геометрия может быть уподоблена сложному цветку с более чем 900 лепестками, которые тесно связаны между собой, больше похожа на лотос, нежели цветок. Такая геометрия постепенно охватывается Землей и вашей Солнечной системой через ряд изменений, которые должны привести к точке входа в фотонный пояс и в великое центральное Солнце. Вся жизнь на Земле должна соответствовать этому движению энергии или сигнатуре, или каждый не вместивший сгорит после входа путем умирания в течение нескольких лет после прохождения через границу, так как будет нерезонансным к потоку энергии великого центрального Солнца.